Приветствую вас! Сегодня я захотела поговорить с вами об ароматах из своей коллекции с нотой пачули. Пачули – это многолетний кустарник, даже полукустарник, который произрастает в Индии, Японии, Китае. Он вошел в парфюмерию. Очень интересная история, связанная с тем, что возились шелка, шелковые ткани в колониальную эпоху в Европу, и для того, чтобы грызуны не погрызли этот дорогостоящий груз, их прокладывали листочками этого кустарника. Так аромат стал ассоциироваться с роскошью. Я заметила, что в моей коллекции очень много парфюмерной воды и духов с этими нотами, с этой ноткой. Я ее очень люблю. Чем она пахнет? Чем пахнут пачули? Это аромат влажной земли, земли после дождя, такой комфортный, сильно древесный, с нотками плесени даже. Поэтому пачули в чистом виде, как моноаромат, редко используется. И тем не менее, я считаю, что в любимых мною духах пачули Magic, волшебство пачули, о которых я уже рассказывала в предыдущем одном из выпусков, там пачули очень слышны, они идут практически как моноаромат. В обрамлении, конечно, сандала, бобов тонка. Тут я слышу шоколад горький, не сладкий такой, почти лишен аромат сладости. И тут я слышу травность, бальзамичность, приятную алкогольность. Я обожаю этот аромат, поэтому с него начала подборку. Он стойкий, шлейфовый, постоянно получаю на него комплименты. Стоимость у него более чем бюджетная. Держится он долго и настроение поднимает, и создает такой приятный кокон вокруг носителя. Считаю, что он вполне подходит как аромат унисекс. Следующий аромат из моей коллекции очень интересный фрагонар пачули называется, так просто называется, хотя здесь у нас заявлено в пирамиде несколько ингредиентов. Пачули основное, дальше идет имбирь, горький лимон, апельсин, кедр и бобы тонка. Я его слышу в основном на себе как травно-пачулево-ванильный аромат. Он сладкий. На мой взгляд, он гораздо более сладкий, чем новозаревский аромат пачули. Как ни странно, несмотря на концентрацию туалетной воды, он стойкий, даже может быть соревноваться с новозаревским ароматом. Мне он очень нравится, он, конечно, на осень подходит, на зиму и создает такое приятное, праздничное, уютное настроение тепла, защищенности. Там, где есть древесные нотки, всегда ароматы связаны для меня с каким-то уютом, домом, может быть, даже загородным домом, поэтому очень люблю такие ароматы. Еще один новозаревский аромат, где есть пачули. Не основной нотой, но в базе ее слышно абсолютно. Очень люблю его, тоже ношу в основном осенью и зимой. Это русская красавица, легенда новой зари. В парфюмерной воде концентрация и в духах. Ну, тут богатая пирамида, перечислять полностью ее не буду. Здесь есть и абрикосики, здесь есть и цитрусы, здесь есть, конечно, и бобы тонко, и цветочность, белые цветы. Но пачули здесь слышится на всей длительности звучания аромата, и в базе они остаются. Вообще Новая Заря очень любит пачули. Ни один аромат практически старой школы Новой Зари не обходится без пачули. Нравится аромат, он такой домашний, уютный, да, он сладкий, он женственный, он отсылает нас к какому-то дачному, летнему, августовскому или сентябрьскому досугу, где семья на веранде пьет чай с абрикосовым вареньем. Здесь есть и некая дымность такая небольшая, может быть, даже ладан присутствует. Такой хороший, добрый аромат старой школы, похож на Midnight Poison Dior, частично похож на Мадемуазель от Coco Mademoiselle от Chanel. Есть здесь созвучие, но сам по себе он очень достойный, такой old school аромат, мне нравится.
Не могу не сказать об еще одном аромате, который есть у меня, который я не так люблю, хотя это тоже аромат легенда Мюгле Ангел, классический ангел. Он богатейший по своей пирамиде, и он тоже содержит ноту пачули как основной ингредиент, как база. По крайней мере, себя я слышу эту ноту, и правда в комбинации этой композиции она немножечко мне душновато звучит, поэтому я не так часто ношу этот аромат, хотя, конечно, сам по себе он бесподобен. Не могу не назвать еще один, это не все ароматы с пачули, но сегодня вот 5 подготовила, которые так и называются пачули Дор. Тоже новая заря, аромат, где заявлено, то есть золотые пачули, где заявлено пачули как основной ингредиент. Я не соглашусь. Для меня это чисто амбровый аромат. Здесь амбра, цветы, фрукты, цитрусовые в основном. И пачули может быть легким фоном, но в основном это амбра и ваниль и цветы с фруктами. Прекрасный аромат, стойкий. У него есть огромная армия поклонников, и не случайно, потому что он, в общем-то, относится тоже к ароматам старой школы, хотя выпущен в 2001 году. И это аромат, несомненно, для того сезона, который сейчас за окном, ноябрь, когда хочется уюта, шоколадно-фруктовой сладости, такой обволакивающей древесности. Рекомендую вам золотые пачули от Новой Зари как один из своих любимых ароматов. Ну, на сегодня, наверное, все. В следующем выпуске расскажу о еще одних ароматах, тоже с этой же нотой, их очень много в моей коллекции. Подписывайтесь на мой канал, благодарю вас за внимание, до скорой встречи через неделю.